От пациентки. У моей мамы 58 лет. Остеопороз. При очередном обострении сделали КТ на всякий случай органов. Врачи говорят, есть небольшие нюансы. К врачу попадем через неделю. Хотелось бы предварительно, чтобы рентгенолог глянул на снимки, что дали с диском, и посмотрел. Дополнительно скажу, что сдавали анализ крови и мочу с биохимией. Анализы хорошие, скан тоже приложу, если он вам будет нужен. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациентки 1961 года рождения. Дата исследования 22 июня 2020 года. Область исследования – органы грудной клетки, брюшная полость и брюшинное пространство с внутривенным болюсным контрастированием. Грудная клетка. При мультиспиральной компьютерной томографии с использованием реконструкций в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях построением трехмерной реконструкции органов грудной клетки. Свежих очаговых и инфильтративных изменений не выявлено. Легкие расправлены. Справа в С5 выявлен участок фиброза легочной ткани размером до 15 на 16 на 9 мм с минимальным накоплением контраста. При лежащей легочной ткани также явление пневмофиброза. Ход и проходимость трахеи, главных и долевых, сегментарных бронхов не нарушены. Средостение не смещено и не расширено, новообразование в нем не визуализируется. Внутригрудные лимфатические узлы не увеличены, обычной формы и структуры. Жидкости в плевральных полостях не выявлено. Костных травматических и деструктивных изменений не определяется. Явление остеопороза. Сердце аорты без особенностей. Диаметр легочных артерий в пределах возрастной нормы. Подмышечные лимфатические узлы не увеличены. Брюшная полость и забрюшинное пространство. Желудок обычных размеров доходит до уровня крыльев подвздошной кости. Печень увеличена, КК РПД 160 мм, КК РЛД 56 мм. Контуры четкие, ровные. Нативная плотность диффузно неоднородна. Плюс 38, плюс 87 Хаунсфилда. Желчные протоки не расширены. Диаметр портальной вены 15 мм. Желчный пузырь размером 96 на 38 мм правильной формы. Выявлены множественные рентген-контрастные конкременты диаметром 3-5 мм, занимающие не менее трети объема пузыря. Холедок до 7 мм. В его просвете рентген-контрастные конкременты не выявлены. Селезенка не увеличена, с четкими ровными контурами, без RG контрастных очагов. Поджелудочная железа обычных размеров 23, 20, 29 мм. С четкими контурами, паренхима диффузно неоднородна. Нативная плотность плюс 20, плюс 54 по Хаусфилду. Версунков проток не расширен. Парапанкреатическая клетчатка не изменена. Надпочечники не увеличены обычной структуры. Почки не увеличены, паренхима однородна. Чашечно-лоханочная система. Лоханка правой почки 28 на 16 мм, левой 35 на 18 мм. Сосудистые ножки почек, паранефральная клетчатка структур. Рентген-контрастные конкременты не определяются. Вдоль всего брюшного отдела аорты определяется мягкотканное включение нативной плотности плюс 42 по Хаусфилду, артериальный до плюс 75 Хаусфилда, венозный до 110 Хаусфилда, аксиальным размером до 45 на 66 мм, вертикальным до 186 мм. По всей видимости, конгломерат лимфоузлов. Свободная жидкость брюшной полости не выявлена. Заключение. КТ-картина более характерна для лимфопарафериативного процесса. Гепатомегалия, портальная гипертензия, ЖКБ конкременты желчного пузыря, диффузные изменения ткани печени, поджелудочной железы, двухсторонняя пиелоэктазия, умеренно выраженные дегенеративно-дистрофические изменения грудного и поясничного отдела позвоночника, остеопороз, ктоз желудка, рекомендована консультация онколога. Ассистент кафедры, кандидат медицинских наук Котов М.А. Комментарий врача-рентгенолога. Остеопороз у вас, конечно же, есть, но его принято определять с помощью денситометрии, а не КТ. Основная сложность – это увеличение лимфоузлов в животе, что характерно для лимфопрофилятивного процесса – лимфомы. С этим нужно к онкологу. Все остальное особого значения не имеет.